всем доброго кубинского утра. Слушайте, вообще какая красота просыпаться, выходить на улицу. Погода сегодня просто прекрасная, солнышко светит, на небе не облачко, пальмы, пихта, облепихта наши любимые. Идемте сегодня гулять, знакомиться с отелем, покорять Кубу. Можно выйти прямо с балкончика и пойти гулять. Главное, не забыть закрыть балкон с той стороны, снутри. Поэтому приходится все-таки закрывать, выходить через дверь. Смотрите, какая у нас здесь красота с утра. Солнышко. Сейчас время 8 утра. Здесь я вообще проснулся в 6 сегодня. По Москве это был уже день. Вот. Но потом еще чуть-чуть подремал. Блин, как здесь красиво с утра на рассвете. Ну что, у нас сегодня первый полноценный день в отеле. И сегодня у нас была встреча с гидом. В Турции мы обычно на эти встречи не ходим, потому что уже сами готовы быть гидами. Вот. Но на Кубе мы здесь пошли. Нам рассказали про отель. Вчера за практически полный день отдыха в отеле мы уже сами все поняли, где что находится. И предлагали нам экскурсии. Вот. И мы согласились. Да, мы согласились. В Турции обычно у нас свои варианты экскурсий. Вы же сами как экскурсоводы. Полстоимостью тура. А здесь, да, мы решили поездить очень много где. Взяли 3 экскурсии, одну даже с ночевкой. Тут есть варианты даже с перелетом. И поскольку сейчас еще постковидные времена, Гавана закрыта. Но можно проехать. Ну, туда можно проехать окольными путями, да, дать там денег таксисту. Но вы потратите на самом деле денег столько, мы так прикинули. Мы хотели покататься там на машинках, ну вообще в Гаванке. А здесь есть такая экскурсия, называется кубинский колорит за $120. На человека. На человека, да. То есть нам, если на такси туда ехать, это $20 в одну сторону. Знаете, чтобы в машинках кататься 20 обратно, уже 40. Но есть, кстати, вариант, еще можно выйти из отеля. О, сейчас я вам покажу. Выходите из отеля, налево 100 метров будет остановка, ходит двухэтажный автобус. Вы платите $5 с человека и можете целый день, по-моему, с 10, но до 4 вечера кататься. Ну, это вот по Вородеро. То есть можно, кстати, взять, может быть, мы тоже возьмем. Вот. Но с Гаваной, получается, пролет. Плюс он закрыт, окольные пути. Нам получилось, что проще взять экскурсию. И там мы поедем на завод, где начинали производить Гавану Клаб ром. Сейчас вот тоже воспроизводят. Бутылка рома в подарок. Потом везут вас на этих же машинках по всему Вородеру, колонной, на другую сторону этого острова, полуострова, да, скажем так. И там еще ресторан входит, в него же входят сигары. Ну вообще просто красота. Короче, у нас еще много всяких экскурсий. По каждой экскурсии будет отдельный видосик прямо в плейлисте. Ну а сейчас, смотрите, тут у нас будет праздник какой-то и жарят грушу. Здравствуйте. Посмотрим, что это за праздник. Вот видите, же готовят украшения. Украшения украшают здесь. Вот закончу мысль по экскурсиями, поскольку вот эти сейчас постковидные моменты, надо где-то что-то там обходными путями, по деньгам больше переплатишь. Мы решили просто взять 3 экскурсии. У нас получилось, сейчас я вам скажу, на сколько, на 700, по-моему, $60. Здесь, кстати, да, все в долларах, опять повторяюсь, потому что в прошлом году было видео, люди снимали, были евро, да, $762. Все, евро больше не актуально на Кубе, не везите евро. Люди приехали сейчас с евро, сидели вместе с нами на экскурсии. Практически то же самое, что в долларах, то есть вы просто потеряете. Там не намного больше курс. Вот, но оплачивать именно надо в долларах. Можно, кстати, за экскурсию расплатиться наличными долларами, можно карточкой. Вот, и в магазинах тоже здесь есть карточки принимают, потому что в том году говорили, что карты вообще практически нигде не берут. И больше здесь нет куков. Все, кук вывели из обращения, теперь здесь только местные песо. Но нам тоже сказали, что на песо сейчас смысла менять нету, Гавана закрыта. Вот, и проще где-то долларами заплатить или даже как. Потому что если вы поменяете на песо, обратно вы их здесь уже не поменяете, только в аэропорту. Ну, вы все знаете, по заниженному курсу, как это раньше было в Египте. Ну, в Турции тоже, как всегда. Поэтому не торопитесь менять деньги в первый день. Сначала посмотрите, проанализируйте, что вы будете покупать, где, сколько это стоит там в песо, сколько это будет стоить в долларах. Может быть, доллар будет выгоднее, смысла менять не будем. Ну, так, на чаевые, но лучше чаевые везите мелкие по доллару,
по 2 и оставляйте чаевые в доллар кубинцам. Они прям здесь в цене доллары, прям в цене, они готовы прям даже покупать у вас. У нас сегодня, смотрите, тучная погода, вот такая, но это даже хорошо, потому что вчера прям было солнечно и хотелось немножко разгрузиться. И очень хорошо, что такие тучности. Все, здесь уже музычка играет, бассейны, пальмы, пикта наши любимые. Ребята, смотрите, какие здесь красивые, нет, не камни. А сейчас я вам покажу с этой стороны. Ой, а где она? Здесь только что была змея. Короче, по траве не ходите. Вообще тут нету опасной живности. Где? Где? Она меня обманула. Вот она, змейка. Да, змея. Сама ты шланг. Она уже даже смотрит на меня с взглядом броска. Кись, отойди. Да я далеко стоит, я просто приблизил, видите? Главное, чтобы он меня не цапнул, я отважный парень. Я не знаю, что это змея. Кто разбирается в змеях? А птица, кстати, на нее нападает. Вот так вот. И они играют с змеей. Вон, видите, птица стоит. Давай, птичка. Мы отправляемся на пляж. Посмотрим, как выглядит океан Атлантический. Такую погодку. Кстати, вот да, какого тучи-то я что снял, что утро начиналось с того, что на небе не облачко. А сейчас облачности же тоже как бы нету, просто большая туча. Вот она приплыла, вот она там вторая. Все, дальше как бы, нету туч. Давайте посмотрим, как наш райский пляжик выглядит в такую погоду. Ничем не лучше. Класс. Так, кстати, по поводу любителей спорта. Здесь, смотрите, волейбольная площадка. Вот в такую погоду идеально поиграть в волейбол, чтобы не сгореть. Змея, наверное, откуда-то отсюда выползла и поползла. Поэтому будьте аккуратнее. На всякий случай, пусть даже не опасная змея, не ходите вот туда, в дебри, там особо делать, конечно, нечего. Дорог будут любители поисков приключений, таких как я. Белый песочек наш. Время у нас уже 11 часов, что-то мы припозднились, получается с гидом потеряли время, где-то теряешь, где-то приобретаешь, зато теперь много интересного приобретем. О, красота. Люди уже все загорают. Что классно, что пляж, он на самом деле очень большой. Вот тут здесь часть. И потом у нас вон туда уходит раз зона. И еще 2 там зоны. То есть пляж большой, можно местечко всегда себе найти. Вот здесь сейчас с этой стороны все занято. Конечно, 11 часов. Здесь просто ближе к бару. Вот есть еще вот такие вот кабана. Сейчас нам нарисуют, сколько стоит. Так, в общем, на доллары. 10 долларов на целый день. Кабана. Сюда можешь шезлонги притащить. И полежать. Здесь и тенечек есть, матрасики мягкие. Мы взяли. Денег у нас нет. Сказали, что побольше сейчас принесем. Конечно, естественно, принесем. Зато, смотри, лежишь. Красота. Не, надо брать. Обязательно кабан берите в отелях. На Кубе. Не жалейте денег. Вы приехали отдыхать. 10 баксов. Это вообще ни о чем. Даже не тратить время, ходить куда-то искать. Там что-то. Там есть местечки, там дальше. Так хочется попробовать. Классно. Так, ну что, мы расположились. 2 лежачка нам еще принесли. И тучи как будто не бывало. Все, солнечная Куба нас радует своей погодой, своим океаном, своей красотой. Как всегда, друзья, передаю вам эти эмоции океанические. Заряжайтесь позитивчиком. И вчера обещал вам пойти вон туда прогуляться. Кстати, вчера вечером я верил, вода была 31,5 градуса. Сегодня она попрохладнее. То есть, видимо, к вечеру, потому что здесь, мелко где-то по поясу до туда, там дальше по шейку, видимо, все-таки прогревается. Давайте возьмем наш градусник и померяем. Пока я мерю, я буду держать свои обещания, пойду с вами в воду с камерой, чтобы вы прочувствовали эту атмосферу, как будто вы сами здесь находитесь, купаетесь. Так, что там показывает наш градусник? Это, наверное, я просто непривычки. Вода-то вроде там ничего. Тепленькая. Так, пойдемте дальше. Да, народ, смотрите, вот в океане немного. Вот раз, два, три, 4. И вон, видите, докуда пляж уходит? Вот до туда, до конца. Вот здесь синие шезлонги. Это все наш пляж. Так, я думаю, можно доставать градусник. Смотрим на нижнюю. 28,9. А вчера было 31,5 вечером. Но вечером я думаю, что будет опять 31,5. Но 28,9 для мая. Это вообще шикарно. Вот, смотрите, видите, я шел, мне было вон там по грудь. Здесь опять отмель идет. Мне здесь уже вот по шорты, скажем так, по пояс.
И за счет этого, вот переходов вот этой уровня высоты, песочек намывает. За счет этого, когда вы оттуда смотрите, разный цвет океана получается. Вот видите, там потом идет темный, и там дальше опять светлый. То есть, если вот эту темноту всю проплыть туда дальше, то есть там, возможно, будет тоже где-нибудь по шейку или по пояс. Вот так. Вот, смотрите, как вам нравится, друзья? Передаются атмосферы океана, эмоции вот эти. Очень классно. Камера без аквабокса, поэтому окунать я сейчас не буду. Я вообще забыл. Здесь есть очень много интересных штучек. А вон там вот понырять. Вот видите, я докуда дошел. Ну сколько метров? Ну, 60-70, наверное, прошли. Все, вот здесь мне по шее. И туда дальше, если я пойду, уже будет поглубже. Ой, красота вообще, класс. Как вам эмоции? Снимаю на Соньку, потому что она все-таки более живо передает эмоции. Пусть немножечко тряски, здесь как бы есть стабилизация, но все равно она более как бы реалистично передает картинку, чем Osmo Pocket 2. Если что, кстати, много вопросов, на что снимаешь. Sony X300, не X3000, а S300, S300. 3000 я это не взял, но в принципе и не особо не надо. Хорошо, ладно, болтать. Давайте плавать и купаться. Напишите, пожалуйста, как передается эмоции. Нет, прям паузу нажимайте. Ну и как всегда, комментарии, лайк, дизлайк, поддержку этого видео, помощь в продвижении канала, вы знаете. Я для вас контент, вы мне свою благодарность, простое нажатие, ничего сложного. Лайкосики, давайте, спасибо. Вон Занулька уже заходит сюда. Я вот иду, на самом деле, мне вот так вот, видите, эти перепады, они очень прикольные. Ну, то ли поплавать буквально, вот раз и все, и поплыл. Это что за рыбка к нам приплыла? Ноги. Российская рыбеха. Russian русалыч. Russian русалыч? И как тебе? Море, океан. Точнее. Красиво, да? Ну, мы на самом деле вчера уже полностью получили все удовольствия в океане. Уже можно ехать домой? Нет, ну вот первые эмоции, конечно, они просто были бомбическими. Вчера зашли, ахали, охали. Просто кайфанули. Я и сейчас ахую. Нет, правда. Подожди, как я сказал, так немножко Просто. неоднозначно. Не, очень классно. Прям заходишь, первый день, как придешь, вообще просто эмоции. Куча. А мне наоборот сегодня больше нравится. Здесь, знаете, здесь такой прям вот релакс какой-то прям вот. Сейчас Я у гармонии. постоянно как в тумане, а сегодня Полностью, да, можно проникнуться эмоциями. еще у нас сегодня будет домик. Домик. Кабанка маленькая. Так, как вы уже, наверное, заметили, кадров с дрона не будет. Дрон я не брал с собой, потому что отбирают на въезде. Очень большой риск. Вот. Поэтому хотелось просто, на самом деле, не искать себе приключения на попу. То есть, или, ну, что полетать можно, в принципе, согласовать. Я сейчас узнал. Может быть, в следующий раз полетим, может быть, как-то согласую. Но вот самая большая проблема ввести. Они там все просвечивают, говорят, и прям даже багажи их находят. И сразу забирают. Потому что если забьете дрон Куба, одно видео есть, старенькое, трехгодовалое, все, больше нет. Поэтому я понял, что у всех забирают, ребят. Все, я вас оставляю. Мы пойдем плавать дальше. А сейчас самое время прогуляться от пляжика. Ну, можно даже не прогуливаться, сделать 2 шага в этот замечательный деревянный барчик, взять себе немного пива, легкого, освежающего, кубинского, кстати. Привет вам! Из России небольшой. Берите с собой эти пляжечки такие, кружечки, термокружечки, наливайте там здесь маленький бокальчик, все ходят с термокружкой. Мы тоже хотели взять, но забыли. Здесь уже жарят вкусняшки, такие котлетки бургерные, тарелочки можно взять, хлебушками, зеленью. Вот так вот, 2 шажочка раз, барчик с этой прекрасной зоны теневой, просто обалденно. И все, и вот здесь уже ваши лежаки, места начинаются. Играет кубинская музыка, поют песенки все. Очень весело, очень атмосферно. Супер. Так, кое-что было замечено в море. И я бегу. Там скаты плывут. Жанна заметила. Камера без чехла. Попробуем сверху их посмотреть. Я надеюсь, что нет, я бегу. Меня смотрит как странно. Не, ну что-то там есть, но непонятно, что это такое. Вы видите, нет? Какая-то длинная веревка.
Блин, скаты. Это не скаты. Смотрите теперь. Если вы сейчас видели, что происходит с Жанной, она сейчас подумает, что я приближаюсь к этим скатам вплотную. Сейчас сделаю вид, что я их поднимаю. О, смотрите, какой скат. Это, короче, водоросли. Но издалека кажется, как будто это скат. Сейчас Жанна, наверное, будет в шоке. Сейчас сделаю вид, что я его хватаю. С ума сойдет сейчас. Ой, юмористы. Это водоросля, кстати, приплыли. Ну ладно, зато еще раз в море сходили. В океан. Вот прикол. Правда, издалека кажется, как будто плывут они. Я тут сейчас выходил из моря, когда перед этим. Здесь такой огромный пеликан пролетел. И он там вот припарковался метрах 100 отсюда. И потом опять улетел. Так, пока мы там с вами прохлаждаемся на пляжике, здесь под пальмами готовят вкусняшки. Сегодня праздник какой-то будет. Давайте пока все целенько, я вам покажу, что здесь будет. Смотрите, целые курочки, ножки там, ананасы жарят. Потом посмотрим, что у нас здесь. Здесь, смотрите, сырная колбасная нарезка. Вот такая вот красота просто. Вот, посмотрите. Вот мне даже там расступается, можно снять всю эту красоту, да, пока все целенько. А потом, когда будут люди, будет сложно посмотреть. Колбаса здесь очень вкусная. Смотрите, здесь ананасы, нарезка всяких фруктов, непонятно еще чего, много всяких вкуснятины. Там видно какое-то желе, там, знаете, с этим, что-то типа варенья. Здесь ананас, в общем, все надо пробовать. Здесь ароматы просто безумно, жалко, камера не передает. Смотрите, здесь жарят мясо, вот такое, вот, разные виды, в беконе, не в беконе. Курочка вижу, еще какой-то мяско, плов огромный просто. Здравствуйте, очень красиво вообще, very good. Так, пойдемте дальше перемещаться. Здесь пока не буду лапать, открывать, потом открою, покажу. Видите, здесь картошка фри, жареные бананы, там, скорее всего, рыбка или еще курочка. Здесь будет бургерная зона. Здесь, смотрите, вот эта красота. Посмотрите, креветосы, рыба целая, мяско еще, креветки, плов с креветками. Ну, вообще красота, просто очень красиво. Я думаю, что очень вкусно, чем вы все жарите. Здесь фруктовая будет пати, я чувствую. Здесь у нас такой импровизированный бар. Вчера это все наряжали, пальмочками все это обделали, винишко, напиточки. Здесь зона, где можно будет посидеть. Смотрите, привезли мотоциклы, сюда поставили. Кто разбирается в мотиках, пишите нам, что за мотики, каких годов. А здесь то, о чем мечтает Жанна. О кокосе она мечтает, вот о таком. Говорит, куплю, конечно. Хочешь 2, хочешь 3. Сколько стоит кокос? 50 куб. В общем, в долларах надо узнать, сколько стоит. А долларов здесь жарится наша хрюня, которая мы утром еще вот ходили жарить. Представляете, как долго ее жарят, чтобы она не сгорела и полностью прожарилась. Давайте посмотрим, как кокосы разделывают. Вот так вот мачете их отрезаю. Так вот надрезаю. А потом туда трубочку можно ставить. Вот так вот. И вот так все это выглядит со стороны плавненькой картиночкой. Покажу вам. Давайте я вам покажу барчик. Смотрите, это у нас в лобби-зоне. Вот здесь вот над ресепшеном. Вот такой бар здесь. В общем, все, что здесь есть снизу, Гавана Клаб, Роб, Альмека, все это включено. Платно только верхняя часть. Давайте я вот так вот вам на Осмо сниму, приближу. Вот это все, огромное количество рома. Смотрите, Альмека золотая, все это включено. Для трешки это, конечно, шикарный вариант. Куча всяких ликеров, даже водка здесь есть. В общем, ставьте еще на паузу, разглядывайте поближе. Вот, и пиво, естественно, пиво кубинское. Вот, если вы хотите водички, берете бутылку или вашу тару любую, ну, то есть наливайте, здесь все наливают из такого автомата с кнопочкой. Стаканчик, или если у вас бутылочка, можно бутылочку налить. Если вы хотите вот так вот на улице посидеть там где-то с пивком, то вот так вот эти маленькие стаканчики носить, берите с собой термокружечки, вот эти термосы специальные, очень удобно было. Здесь еще есть коктейльное меню, вот там оно стоит, вы просите меню,
Но самый популярный напиток это Куба Либра, либо пина колада. Вот. Очень вкусно здесь делают, просто потрясающе. Идеальное соотношение рома они наливают. Просто супер, и очень вкусно у них молочко. Здесь я что-то пивасик не увидел, пронес, сходил оттуда. Ну, крепкое и коктейльчики что-то днем не очень мы как-то это любим, потому что, ну, все-таки солнце жарко, голова напечет. Здесь еще есть магазин, продаются кружки, хотел пойти купить. Есть оплата картой, но только картой. Бесконтактно нельзя оплатить, а у меня все бесконтактно, карты в номере с собой не беру, чтобы не потерять. Ну, либо за наличку, за доллары. У меня дома этих кружек вообще как в грязи, везде просто и повсюду термо, железный, пластиковый. Я очень люблю термокружки. Их реально очень много. И мы планировали их взять с собой, но не взяли. Смотрите, кстати, все эти тучи рассосались, куда-то далеко ушли, на небе не облачко. И вообще прям райская, жаркая атмосфера. Так, смотрите, еще такая информация. На Кубе вы здесь с карты в долларах деньги не снимите нигде. Вообще нигде, да, в стране нельзя снять. Только песо. Снимаются только песо. Поэтому везите с собой доллары лучше сразу. Потому что песо вы потом и снимете, обратно уже тоже не поменяете. Вы сейчас расплачиваться за экскурсию. Часть оплатили в долларах, часть картой. Вот картой можно расплатиться, это очень удобно. Снимают сразу в долларах. С рублевого счета, неважно какая карта. Главное, чтобы она работала за границей. У меня карта Тинькофф. Была бы хорошая интеграция, если мне за это заплатили. Раньше всегда пользовался Сбером. Но сейчас у меня и Сбер остался, я Тинькофф завел, вообще ничуть не жалею. Мы когда сюда вылетали, я зашел, открыл долларовый счет, поменял рубли на доллары. И в банкомате, в России, в аэропорту снял доллары, потому что нигде я их не мог поменять, уже не купить. Вот это просто была карта-выручайка, если честно. Вот. Ну реально, вот как начать использовать Тинькофф, плюс все переводы без комиссии, поэтому такая вот рекомендация дружественная, честно. Очень удобная карта. Все мероприятие началось, все, люди набирают вкусняшек разных. Вот я хочу рыбку съесть, креветосиков, бургера можно. А так, конечно, очень классно, очень, блин, здоровская атмосфера. Все жарится, музычка играет, народ веселый, прям очень здорово. Так, вот набрал себе вкусняшек, креветосиков, рыбки, мясо кусочек. Еще хочу вот здесь вот большое мясо попробовать. Большое мясо. Вот на большое мясо пока жарится. Сейчас попозже приду, когда приготовится. Вот еще раз вам сниму. Да? Курочка целая, смотрите, ножки, картошка есть. Спасибо большое, спасибо. Все очень доброжелательные, веселые, отзывчивые. Вообще атмосфера мега позитивная. Колбасы очень вкусные, но поскольку у меня мясо креветки, колбаской я обойдусь пока. Здравствуйте. Вот за большим мясом прям очередь его быстро разбирают. Ну, блин, здесь надо есть рыбу. Рыба здесь безумно вкусная. Рыба, креветки. Вообще прям не охотитесь за мясо. На мясо можно и в Москве, и в России поохотиться. Его там много. А вот такой вкуснейшей рыбы у нас нет. Здесь также можно приобрести сувенирчики. Куба, смотрите, пальмы, пих наши любимые тарелочки. Вот так вот, 250 куб. Мы делим на 25 примерно, вот так вот. Кружечки вот такие вот. Гавана Клаб, 350 куб, 150 куб, вот такая кубышечка. И такие вот открыточки жесткие. И вот как все выглядит, когда уже все, люди сели, местечки заняли. Тенечки на солнышке, музыка играет. И мы с Жанной взяли по кокосику. На самом деле не очень. Не очень? Ну, они туда в кокос, здесь настоящая, ну как бы кокосовая вода. Нам еще добавили туда ром. Но можно выпить кокос и потом попросить налить тогда пина колада. Ну а сейчас, друзья, кубинский танец под названием конго. Встречаем.
спелая рыбка, я взял себе, но правда маленькую, тоже наелся, целую не съем. Говорят, кубы фиш, не знаю, как правильно называется. Смотрите, какая атмосфера, просто мега позитив вообще. Кстати, я в самом начале видео не сказал, что это отель Starfish Куба. И многие просят озвучивать цену. Мы поехали за 165 тысяч. Поехали бы, если не прозевали. Пока думали, цена поднялась. 195 стало стоить. Но это майские праздники, соответственно, немножко дороже. Вот. Но сейчас, на момент пребывания, Жанна вот уже там бронирует туры, ее просят. 161 тысячу она забронировала на 10 ночей в этот же отель Starfish. Там, ну, уже дальше, чуть позже. Это как бы у нас май сейчас. Вот поэтому, если кто желает welcome к Жанне, она вам оформит турчик, подберет отель. По Кубе она тоже уже спец. По Турции, по Кубе, по Мальдивам, по всем странам. Но если хотите просто посчитать, там 3 ссылочки будут под видео, забивайте количество человек, даты, город вылета, и примерно сможете прицениться на этот Starfish, ну либо на другой отельчик. Но Starfish я рекомендую. Но и запасайтесь обязательно кепками, очками. Я свои очки чуть не раздавил, когда мы на машинке ехали заселяться. Чуть-чуть не под колесо не попали. Не упали, чуть под колесо не попали. Кремами и вот белыми тонкими вещами, прям тонкие-тонкие майки берите, рубашки точнее. Ну или рубашки, или футболки, ну, с рукавами, если обгораете. Вот, аж солнышко днем греет, хорошо. Атмосфера просто кайф. И не бойтесь перелета, 12 часов у нас пролетели. Вообще у меня как в Турцию прилететь, честно говоря, вообще даже просто не заметил. Вот. Если кто не смотрел, первый видосик смотрите, прям в плейлист заходите, подписывайтесь. И прям в плейлист, там в плейлисте по порядочку все видосики будут с первого по этот и последующий. Проходят всякие конкурсы веселые. Пожалуйста, большие аплодисменты для наших бартендеров! Спасибо! Ну, а пока можно сделать классные фоточки. Мы в наши кокосики сделали пиноколаду и пришли на пляж. Так, кто утром смотрел, кто не перематывал. Смотрите, да, другой цвет у океана сегодня вечером. Так вот все ходят с кокосами, чок-чок делают. Очень вкусно, прикольно. Сейчас точно будет рай. Вот так вот мы сейчас с Жанулькой с кокосиками сделаем чок-чок. Опа! Вот эта картинка, да? Красота. Что, еще один пляжный денек завершается, но будет продолжение еще. Сегодня вечером что-то должно быть интересное. Каждый вечер разные шоу-программы. Океан, конечно, бесподобен. Вот смотрите, сейчас я вам показывал утром и днем один цвет океана, сейчас он другой. Вот сейчас вернулся в ту точку, откуда я обычно его снимаю. Видите, сейчас он более темненький такой стал. Вернулись мы сейчас домой. А у нас на кровати голубки. Лебедя.
из одеял слепили. Понял, как надо по утрам застилать кровать? Вот так. Сердечко. Ну а вот икруши, которую жарили сегодня днем. Вот я думал, что там ее не давали, что вечером в ресторане будут давать. Не знаю, как видно, нет. Я, походу, делал сегодня жестко сгорел. У меня шея сгорела, лоб. Хотя я в кепке ходил. Соус. Можно, да, соус. Голова разболелась. Таблетку даже выпил, Адвил турецкую. Спасибо. Вот такая красота. И опять на ужин, смотрите, креветки, ракушки. Это рыбки. Два разных вида, очень вкусные. Вчера ел. Здесь есть лобстер, но его за отдельные деньги. Вообще, на самом деле, честно хочу сказать, что я в шоке. Это трешка. Здесь морепродукты просто каждый день на обед и на ужин. И когда вот показывал вам бар, что наливаю, да, альмеку и все остальное, куча рома. То есть для трешки, честно говоря, я в шоке. То есть не ожидал. Ну, вот такие вот клубы трешки. Ну, по крайней мере, вот это Starfish. Остальные вкусняшки я показывал в предыдущем видео. Все в плейлисте, поэтому не буду повторяться. Что, то есть новенькое дают, я буду снимать. Это все вчера я вам показывал. Очень вкусные вот эти сыры, я вчера ел, прям сегодня за сырами прям пришел Дорблю с плесенью, остальное вот это тоже все прям изумительно вкусное. Это черная икра, красная. Ну, не знаю, что это за икра, но это явно не осетровая, обычная какая-то икра. Креветки в таком виде, как хочешь вообще. Ну, это Куба, много морепродуктов. И отель называется Fish, Starfish. Здесь всегда много всякой рыбки. Видите, такая целая рыба. Ола. И вот такая красота у меня получилась. Рыбка, креветочки, сыр, рис, ракушки. Я вчера снимал мороженое, говорю, мороженое, куча видов. Жанна сейчас принесла мороженое. Оно безумно вкусное. То есть и манго мороженое, и папайя, и маракуйя, и все есть. Такая вкуснятина, ребята. Обязательно в этом отеле пробуйте мороженое. Это что-то с чем-то. Это просто великолепные вкусы. Обалденно. Можно еще сверху заправить. Да, еда здесь просто отменная. Для 3 звезд просто шикарно. Мы еще, кстати, наменяли мелких долларов. Будем оставлять сейчас здесь всем чаевые, потому что кубинцы, знаете, бедный народ, но они настолько вообще стараются, вот это прям вообще это видно, с душой, с добротой такое делают, они настолько искренне рады туристам. Мы прям сейчас наменяли специально, чтобы оставлять прям всем чаевые. И вы, друзья, тоже оставляйте, ну, тем более, если все вам нравится. И еще у нас здесь есть подружка Кошка. Вот он. Смотри, что я тебе принес. О, все, пойдем. Я взял ей рыбы. Боже, она голодная. Пошли. Смотри, как она хочет. Пошли. Посмотрите, пипец, кошка ты здесь. Кубинских кошек здесь тоже не кормят. Я здесь все время говорю, она сегодня за нами идет. Я решил в этот раз взять рыбки. Салфетки вынес пару кусочков. Тебе кошка. Кошка. Вкусно. Рыбешки-то какой тебе, а? Хороший филе. Нифига, тут муравьи ползают, смотри. Гигантские. Здесь у нас живая музыка играет на гитаре. За сколько мы оплатили эту штуковину на весь день? Мы решили провести здесь сегодня и ночь под луной. Смотрите, кто-то купается вечерком. Так, уже все закатилось. А кто-то устроил здесь пикник на обочине. Да, здесь можно устроить пикник на обочине. Чем здесь можно вот так вот заказать ужин на двоих при свечах с лобстером. И приносит лобстер. Закажем такой ужин с сюрпризом. Ужин с сюрпризом. Ничего себе, музыка где? Он стоит и поет. Идет ей предложение. Ребята, что мы сняли? Мы удачно зашли. Здесь делают предложение руки и сердца. Все, мы на их свадьбе будем гулять. Смотрите, как получилось, чисто случайно запечатлели. Так вот дядя закрыл. Он видео снимает. Да, она его целует и сказала да.
Вот это Куба творит чудеса. Мы решили долго не валяться, совершить прогулку. Что Женя сейчас пойдет и мне тоже предложение сделает. Я тебе предлагаю прогуляться по пляжу. Сказала тебе. Да. Эти все так ходят, гуляют. Вот видите, сколько людей. И мы решили тоже пойти прогуляться. Поддержать. Красивый океан, да? Да. У нас тут обнаружился маленький крабик. Сейчас я его оп-оп-оп. Гони его туда. Загоняй в угол. Свети, кисть, песчаный краб. Посвети, смотри, он хочет на море, а здесь я его жду вот он, с глазами. Оргутанга. Пару слов для нашей газеты. Кто-то купается вон целыми компаниями. По трое, по двое. А какие здесь машины? Раритет. Кадиллак 1959 года. Такси здесь такой, кабриолет. Смотрите, какая красота. Как Дилак. С крыльями, как у Бэтмена. Но мы на таких скоро поедем. В других видосах. Так на морду смотришь, непонятно, где перед, а где сзади. Тоже умею играть на гитаре. Даже петь иногда. Сегодня вечером опять начинает шоу. И говорят, что вчера ночью была дискотека. Мы рано ушли спать, часов 10. Я проснулся ночью, слышал звуки, музыки, может тут колонку слушать. Сказали, что реально была дискотека. Поэтому Куба по ночам не спит. А сейчас небольшой анимацион. Такой вот был еще один денек на Кубе, на полуострове Варадеро. Как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей, заряжайтесь только позитивными эмоциями, солнцем, морем, вкусняшками, особенно как здесь на Кубе. Огромной вам всем удачи и пока. Скажи пока. Спокойной ночи. Хочу передать привет моей маме. Родным и близким. Меня удерживают в заточении на Кубе.